Друзья мои, я рада вас приветствовать на своем канале. И в сегодняшнем видео я хочу поделиться с вами еще одним способом наборного края, который имитирует фабричный край. Мы так любим, чтобы у нас край резинки был оформлен каким-то особым, аккуратным образом. Так вот, помимо традиционного, распространенного способа итальянского наборного края, есть еще один, и я сейчас хочу вас с ним познакомить. У меня связан резинкой 2 лицевые, 2 изнаночные. Вот такая вот деталь будущего изделия. Это отворот горловины. И вот посмотрите, как выглядит этот край. Эластичный, в то же время довольно-таки упругий. И вот тот самый эластичный край, который так многим нравится. И мне, в общем-то, тоже нравится. Видите, вот так вот аккуратно такое закругление имеется. И давайте я вас сейчас познакомлю с тем, как выполнить вот такую обработку края. Для набора петель мне понадобятся чулочные спицы. Вы можете взять укороченные спицы диаметром 4 мм. И затем уже будем переходить на полноценные круговые спицы. И также мне понадобится второстепенная, дополнительная, вспомогательная, бросовая, как угодно называйте, нить контрастного цвета и примерно такой же толщины. У меня вот темно-серая. И нужно учитывать, что набрать нам нужно количество петель вдвое меньше, чем то, которое нам требуется для вязания. Мне необходимо, я буду вязать на 76 петлях, соответственно, я буду набирать сейчас 38 петель, в 2 раза меньше. И еще одна дополнительная петля мне понадобится для того, чтобы замкнуть вязание в круг. Итого я сейчас набираю 39 петель, отматываю хвостик с запасом, чтобы мне хватило, и обычным способом я набираю 39 петелек. На чулочные спицы диаметром 4 мм я набрала вспомогательной нитью 39 петель. Сейчас моя задача замкнуть вязание в круг. Если вам неудобно на чулочных спицах вязать, вы можете набрать эти петли и на укороченные круговые спицы. Мне вот удобнее на чулочных работать, поэтому я сейчас замыкаю вязание в круг, накидываю первую нить на последнюю. Все. И по большому счету эта ниточка вспомогательная нам больше не понадобится. Поэтому мы можем ее обрезать. Завязать с противоположной стороны, так чтобы она у нас не развязывалась, не растягивалась, вот этот вот первый наш наборный край. И вообще обрезать вот так вот, чтобы нитки не мешались. Сейчас у нас на спицах 38 петель, так же, как нам и требовалось. И теперь мы берем нашу основную нить и начинаем вязать 3 ряда изнаночными петлями. То есть в каждом ряду все петли у нас будут изнаночные. Для того, чтобы этот хвостик нити, он нам понадобится, оставьте где-то сантиметров 15, вот так вот. Для того, чтобы он не выбивался, я, знаете, его пропускаю вот здесь, вот между 2 последними петельками. Так вот, сейчас я ее сюда помещу, вот, и верну петельку обратно. Вот таким образом, видите, основная нить обвивает последнюю петлю этого ряда вспомогательного. И теперь вот этой вот нитью основного цвета, вот этими спицами диаметром 4 мм мы вяжем изнаночные петли 3 ряда. Все петли у нас будут изнаночные. Вяжем и встречаемся. Я провязала 3 ряда изнаночными петлями основным цветом, и теперь мы переходим с вами к вязанию резинки 2 лицевые, 2 изнаночные. И для этого уже можно будет взять круговые спицы диаметром 4 мм, потому что сейчас мы будем увеличивать количество петель вдвое, и уже будет удобно вязать таким количеством. Итак, вот у нас начало ряда, вот первая петля. Мне нужно сейчас получить 2 лицевые петли. Как я это сделаю? Помните, в самом начале я вам сказала спрятать вот так вот между между 2 последними петлями ряда хвостик основной рабочей нити, перед тем, как начинать вязать уже ею изнаночные петли, изнаночную гладь. Вот он, этот хвостик.
И мы его поднимаем вот таким вот образом. Сильно не тяните, чтобы весь хвостик у вас не выскочил. Вот первая петелька, да? Мы его накидываем, подтягиваем немножечко и провязываем за переднюю стенку лицевой. Ну, в дальнейшем эта петелька у нас уже не будет такой вытянутой, потому что мы подтянем хвостик. Нам главное понять, где получить первую лицевую петлю. Вот отсюда, из этого хвостика. Дальше наберем вторую перемычку, видите, следующую перемычку, вот она, под следующей изнаночной петлей. Вот, для этого и берется второстепенная нить, для того, чтобы контрастного цвета, чтобы было видно, да, где взять вот эти перемычки. Вот она. Мы ее поднимаем, вот так накидываем на спицу, так, чтобы передняя стеночка выступала вперед, чтобы можно было провязать лицевую за переднюю стенку. И провязываем лицевую за переднюю стенку. Вот так. Далее вяжем 2 изнаночные петли. У нас же резинка 2 лицевые, 2 изнаночные. Настало время вязать изнаночные петли. Вяжем 2 изнаночные петли. Теперь опять нам нужно получить 2 лицевые петли. И мы их будем получать из следующих перемычек. Вот они. Вот они. Первая располагается между вот этими 2 изнаночными петлями. Вот она. Мы ее поднимаем и накидываем на левую спицу так, чтобы провязать ее лицевой за переднюю стеночку. Вот так. Провязали. И для второй лицевой петли мы поднимаем следующую перемычку. Вот она. Вот видите? Вот она. Поднимаем, опять же накидываем на спицу левую. Так, чтобы передняя стенка выступала вперед, и провязываем лицевую за переднюю стенку. Следующие 2 изнаночные петли вяжем с левой спицы. И снова находим перемычку между вот этими 2 петлями на правой и на левой спицах. Вот она эта перемычка. Вот видите. Накидываем ее на левую спицу, из нее вяжем лицевую за переднюю стенку. А для следующей лицевой петли мы берем следующую перемычку, которую вы видите. Вот она. Вот. Накидываем ее на левую спицу и также вяжем из нее лицевую. Все, и так действуем до конца ряда. У вас в конце будет 2 изнаночные петли. Довязываем до конца, поднимаем петли из перемычек изнаночных петель нижнего ряда, 2 лицевые, 2 изнаночные, еще раз 2 лицевые, вторая лицевая и последние 2 изнаночные петельки. Вот у нас на спицах сейчас 76 петель. Мы подняли лицевые петли из протяжек изнаночных, перемычек изнаночных петель предыдущего, точнее первого ряда, провязанного нитью основного цвета. Вот так это сейчас выглядит. И в принципе на этом этапе вы можете или продолжить вязание резинкой 2 лицевые, 2 изнаночные, или прямо сейчас удалить вот эту вот вспомогательную нить. Можете ее развязать вначале и распустить. Я просто маникюрными ножницами вот надрезаю аккуратно. Главное, чтобы не зацепить основную нить. Вот так вот надрезаю в нескольких местах эту второстепенную нить и удаляю все вот эти вот ниточки. Вот так вот потихонечку иду. Ну, вот я удалила вспомогательную нить, и получается вот такой аккуратный фабричный край. Этот способ я считаю достойной альтернативой итальянскому наборному краю, который также формирует тот фабричный край, который очень нравится всем на резинке. Но преимущество этого способа в том, что в отличие от итальянского края, он не перекручивается, когда мы, набрав петли, начинаем вязать по кругу. Кто вязал, тот знает, что довольно сложно проследить, чтобы итальянский наборный край на леске не перекручивался. Здесь такой проблемы нет. Единственное, что нам приходится провязать 3 лишних ряда изнаночными петлями. Ну вот, я надеюсь, что этот мастер-класс был для вас полезен. Пользуйтесь этим способом. Вообще вяжите с удовольствием. До новых встреч. Всем пока-пока.